Раз, два, три, 4, 5. Я тебя иду искать. Павел, Анна, Павел, какими судьбами? я вас ждал. Что-то случилось? Хотел с вами поговорить. Вы уделите мне немного времени? Если только недолго. Ну, конечно. Пойдемте. Какую, однако? Вы мне задали задачу. Как продвигается? Продвигается, но медленно. Это работа не одного дня. Для расшифровки полезно бывает знать что-нибудь о предмете. Это может натолкнуть на какие-нибудь идеи. Раз уж вы занимаетесь этим делом. Ну, занимается делом Яков Платонович. А я так, ой, интересуюсь. Почему-то мне кажется, что сегодня ночью вы продвинулись гораздо дальше Якова Платоновича. Да, вы сегодня другая. Не такая, как были вчера. Да, кое-что случилось. Ну не убивал я, ваше скоброди. Ложки взял, но не убивал. Она уж там мертвая лежала. Ложки, значит, только взял. Ну а кто ж тогда убил, если не ты? Так девка это и убила. Барышня-то из дома как полоумная побежала, а я там пьяненький сидел, а она по улице как припустила, а я пошел в дом посмотреть. Ну, чего там, а она уж там мертвая, хозяйка, ложки взял. Ну, зачем они ей? Барышня убила. Лица на ей не было и побежала. Дайте водички, а? Ваше скобродие. Антон Андреевич, не убивал, значит? Ну, нет, ей-богу. Ты вот что мне скажи. Ты ведь напротив этого дома Курочкиной днями напролет сидишь. Ну, так и ночами тоже. А чего мне далеко ходить? Я и сплю там. Ну так, тем более, значит, должен был видеть, кто там возле дома крутится, кто к ней в гости приходил. Так, одна она живет, ну, кому она нужна-то? Ты давай вспоминай. Не то на каторгу пойдешь за убийство. Девочка писала стихи под диктовку отца. Ну, то есть он диктовал ей слова, которые она складывала в стихотворение и записывала в эту тетрадь. Это может вам помочь? Да, возможно. Еще кое-что. Один человек каким-то очень странным образом связан с этой историей. Наш сосед, князь Разумовский. Девочка является ему в виде духа. Странно. Ужасно странно. И таинственно. Да, я захвачен этой тайной. Потому что могу ее открывать вместе с вами. Мне пора в участок. Меня ждет Яков Платонович. Мне очень интересно, как продвигается следствие. Мы можем с вами вечером увидеться? Пожалуйста. Только вы подождите меня на улице возле дома. Я выйду к вам около 6. Просто мои родители, они ужасно старомодны. Это я понимаю. Да. Да. Ну, я не прощаюсь. Точно. Заходил к ней. Один мастеровой на днях. Мастеровой? Да. Зашел к ней с черного ходу из саду. Вот она ему сразу калитку-то открыла. Когда это было?
Не помню. Ну вот, на днях. Да нет, ты мне скажи, в тот вечер, когда Курочкину убили, кто к ней приходил? Ну не видел я никого, ну пьяный ж я был. Откуда у тебя это? Чего? Сигара. А, так этот ее и бросил. Мастеровой. Он и раньше ко мне подходил сапоги почистить. Вот, а потом я смотрю, он Курочкиной шасть. Вот, а сигару эту бросил, когда деньги мне отдавал. Чего же он ее бросил-то? Ну, он ее из кармана вытащил, она сломанная, вот он ее и бросил. Узнать его сможешь? Я на лица не смотрю, больно надо шею задирать. Ну, отпустите в камеру, а, барин? Ну, мочи нет, ну не знаю я больше ничего, ну. Ладно. Иди проспись, да подумай хорошо про этого мастерового. Не давай. Яков Платоныч, Вызывали? прошу. Хотел поговорить с вами в неформальной обстановке. Слушаю. Это я вас слушаю, Яков Платоныч. Рассказывайте, как проходит следствие. Работаем. Дело произвело большой общественный резонанс. Вы читали сегодняшний Затонский телеграф? Нет, а что? Там такие версии выдвигаются. Просто роман с продолжением. Кроме того, ваши запросы наделают шуму в Петербурге. Я, конечно, подписал и отправил, но, мне кажется, вы гороете огород на ровном месте. Дело прошлое к нашему делу никакого отношения не имеет. Все ведь было ясно с самого начала. Что чистильщик признался в убийстве? В убийстве нет. Он признался в краже ложек. Вы сигары давно курите, Николай Васильевич? Да нет. Вот решил сегодняшнего дня. Почему бы и нет? Приинтереснейшая штука – это кубинская сигара. Кстати говоря, мне ее презентовал сам князь Разумовский. Разумовский? А вы с ним знакомы? Да. А когда вы его видели? Вчера в собрании. Прекрасный человек. Несмотря на то, что птица столичного полета, местными делами интересуется. Кстати говоря, это убийство его интересовало очень. Вот как? Ну да, весь вечер расспрашивал. Кстати говоря, он что-то тогда слышал об этом деле Лоуренса. И что, про тетрадь спрашивал? Интересовался. Извините, должен идти. Сложно. Да-да, Яков Платоныч, не смей задерживать. Честь имею. Честь имею. Голубчик, огоньку. Здравствуйте, Анна Викторовна. Что-нибудь новое? Девочку звали Элис. Отец, ее отец, диктовал ей слова, которые она складывала в стихотворение, по принципу, которому он ее обучил. Так получались шифры. Надо признать, девочка обладала потрясающим талантом. Только, пожалуйста, Яков Платонович, вы меня не спрашивайте опять, как я это узнала. Чистильщик дал показания, утверждает, что это вы убили Курочкина. Что? Разумеется, это чушь. Там за пару дней до этого к ней приходил мастеровой. В доме все перерыто, возможно, искал тетрадь. Перерыто? Ну, я думала, это ваши люди все перерыли. Нет, мы не имеем обыкновения вести себя так на месте преступления. Ну, позвольте, когда я пришла к Курочкиной первый раз, в ее доме был порядок. А когда я пришла туда потом, к вам, да, действительно, на полу валялись вещи, но я была убеждена, что это вы. Постойте. Значит, убийца в доме ничего не искал, а рылся там чистильщик? Благодарю вас, Анна Викторовна. Полагаю, вы можете быть свободны. Я еду к вашему соседу, кстати, могу подвезти. Князю Разумовскому? Я с вами.
Готовы ехать к высокородному соседу в компании полицейского? Ну, разумеется. Хорошо, едем. Прошу вас. Извольте обождать здесь. Я доложу их сиятельству. Вы? Да как вы? Ваше сиятельство, нахожусь здесь при исполнении служебных обязанностей начальника сыскного отделения Затонского уездного управления полиции. Прошу вас ответить мне на несколько вопросов по, надеюсь, известному вам делу убийства госпожи Курочкиной. Кажется, когда-то вы были знакомы с неким господином Лоренсом. Да, я знал его когда-то. Даже бывал у него в доме в Петербурге. Это ни для кого не секрет. Разумеется, я не знал о его шпионской деятельности. У него служила в доме эта Курочкина. Тихая, бесцветная особа. Вот я поинтересовался у вашего начальника, как идет расследование. А могу ли я поинтересоваться, где вы были 3-го дня в 8 часов вечера? Да вы с ума сошли! Что вы себе позволяете? Ваше сиятельство, моя прямая обязанность задавать вам такие вопросы. Мне задавать такие вопросы? Да как вы смеете? Да одно мое слово в вашем министерстве, и вы городовым пойдете служить на Камчатку. На Камчатку, так на Камчатку мне не привыкать. Извольте все же припомнить, где вы были в указанное время. Каждый вечер я играю в дворянском собрании, допоздна в карты. Вы спросите у вашего начальника. Мы с ним вместе играем. Благодарю. Анна Викторовна, что же вы молчите? Если у вас есть какие-нибудь вопросы, то извольте, я с удовольствием на них отвечу. Да, у меня есть вопрос. Но я бы хотела вам его задать с глазу на глаз. Прошу в мой кабинет. Что случилось с Элис? Кто такая Элис? Вы знаете. Вы обещали мне держать в тайне мою просьбу, а сами привели в мой дом полицейского. О вашей просьбе никто не знает. А господин Штольман сам изъявил желание поговорить с вами лично. Так вы мне поможете? Я помогу вам, если вы поможете мне. Девочка пропала. Расскажите мне, что вы об этом знаете? Да откуда мне знать? Почему она приходит к вам? Да я не знаю. Я и Лоуренс этого едва знал. Помогите мне, голубушка. Принесите эту тетрадь. Она сводит меня с ума. Еще одну ночь я просто не переживу. Я попробую. Вы ведь знаете, с этим человеком я дрался на дуэли. Да, я знаю. Вы сейчас словно схватились с ним на дуэли. И победили. А какой он спектакль разыграл? Он ведь не мог не знать, что я здесь, в Затонске. О чем вы с ним говорили? Ну, это личное. Между вами и князем есть что-то личное? Благодарю за помощь, Анна Викторовна. Яков Платонович. Яков Платонович. Ну, чем я могла вам помочь? Вовремя отвлекли внимание. Да вы что? Вы что, с ума сошли? Чистильщик дал показания. За 2 дня до убийства Курочкиной к нему приходил мастеровой и обронил точно такую же сигару. В нашем городе, кроме князя, такие не курит никто. Неужели вы думаете, что князь может быть замешан в этом деле? А вы думаете, что знатные особо не совершают преступлений? Между вами же столько личного. Спросите. Трогай.
Яков Платоныч, я выяснил, обе сигары идентичны. И они не только одной марки, но и одной партии. Более того, у нас в городе кубинские сигары нигде не купить. Их нужно только выписывать на заказ из Петербурга. Вот теперь я точно уверен, что князь приходил в гости к Курочкиной, при этом переодевшись в мастерового. Так, а зачем? Думаю, его очень интересует эта тетрадь. То есть получается, что князь убил Курочкину? Нет, у него алиби. В тот вечер он играл в карты в дворянском собрании. Извините меня за эту таинственность. Ну что вы, это даже приятно. Просто родители, они во всяком мужчине видят жениха. А вы не мечтаете о замужестве? Я не тороплюсь. Вы не мечтаете о любви и семейном счастье? Мне кажется, что все будет со временем. Я вас понимаю. Я тоже считаю, что сердечное томление нужно придержать до времени. Но в такой вечер достаточно трудно сделать. Расскажите мне о текстах. Удалось вам разгадать шифр? Да, я почти разгадал шифр. Я не понимаю. Если князь не мог убить Курочкину, ну тогда кто же? Нужно понять, как князь связан с Курочкиной. Тогда, возможно, мы узнаем, кто убийца. Да и тексты, их расшифровка, надеюсь, многое прояснит. Завтра нужно будет навестить нашего криптографа. Да, и вот еще что. Отправьте-ка запрос на этого господина в Петербургский университет. Нужно все-таки узнать, почему его оттуда выгнали. Да, будет сделано, Яков Платоныч. Доброй ночи. Доброй ночи. Во всей этой истории меня больше всего беспокоит, что же стало с бедной Элис. Moving through, raving to, be joy of grief to do, covering the long way to. Так просто и так печально. У меня все время такое чувство, словно она зовет меня куда-то, а потом почему-то убегает. А может быть, она зовет меня в дом Курочкиной? Наверное, мне нужно еще раз побывать там. Может быть, там Элис хочет сказать мне что-то. Поговорить со Штольманом? Нет. Я убеждена, что он не позволит мне. Ему лучше вообще об этом не знать. А может быть, вы можете проводить меня туда? Скажем, завтра. Конечно. С вами хоть на край света. Значит, завтра в полночь в доме Курочкиной. У меня есть еще одна просьба. Все, что угодно. Помните, я говорила вам о неком князе, которому является девочка? Да. Да. Не понимаю, почему вы беспокоитесь о нем. Послушайте, если вдруг он станет просить у вас тетрадь, ни за что ему не отдавайте. Почему? Что-то случилось? Вы верите мне? Вам? Во всем безгранично. Тогда просто сделайте, как я прошу. Хорошо. И еще. Отдайте мне тетрадь. Я просто хочу посмотреть там одно стихотворение. Конечно. Мне пора. Да? Да. Завтра в полночь. Да? No.
Не спишь? Что с тобой? Аннет? Ко мне приходит дух живой девочки. Я чувствую, что она жива. Аннет, не может этого быть. Если тебе является ее дух, значит, она умерла. Я понимаю, но это особый случай. Я чувствую, что она жива, и она просит моей помощи. В такое я поверить не могу никак. Если бы медиумы могли общаться с душами живых людей, так это в корне бы изменило весь образ человеческой жизни. Представь, вот ты обедаешь с приятелем, а он тебе что-то врет напропалую, врет и врет, врет и врет, врет и врет. А ночью ты напрямую общаешься с его душой. И вот тебе, пожалуйста, вся подноготная. Тебе просто хочется, чтобы она была жива. Вот и все. А сколько лет назад она пропала? 7. 7 лет. Она, конечно же, умерла, иначе бы ты ее не видел. Прости меня.
удивлены моему визиту, Яков Платоныч? Признаться честно, не ожидал. Я здесь инкогнито, разумеется. Прошу. Ваша депеша как гром среди ясного неба. Дела таковы, что я решил лично приехать, доставить необходимые сведения, оказать посильную помощь. Вот здесь материалы по делу Лоуренса. Официальным путем вам их не пришлют. Позволю полюбопытствовать, а какова ваша заинтересованность в этом деле? Вы, должно быть, знаете, что ваш недоброжелатель, князь Разумовский, уже здесь. Он близок к императорской фамилии. И я, как начальник охраны Его Величества, не могу не проявлять интереса к князю. Он уже проходил по делу о связи с Лоуренсом, но тогда доказать ничего не удалось. В доме убитой Курочкиной обнаружена тетрадь с какими-то шифрами. И она очень интересует князя. Но есть еще одно обстоятельство, ради которого я здесь. В окрестностях Затонска расположен военный полигон. Я уверен, что появление князя в городе не случайно. Его интересует именно этот объект. Почему? На полигоне расположен секретный объект военного ведомства. Большего я вам сказать не могу. Вы должны держать под наблюдением князя и должны держать под контролем все обстоятельства вокруг секретного объекта. При дворе есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы князь оказался замешан в этой шпионской истории. До встречи. Добрый день, Ваше Благородие. Здравствуйте. Антон Андреевич. Да? Отправьте немедленно Ульяшина, чтобы приглядывал за нашим криптографом. Негласно охранял его. От кого? Возможно, кто-то еще интересуется этой тетрадью. Пусть следит за ним неотступно и докладывает мне. Да, вы запрос по поводу криптографа в университет отправили? Так точно. Полковник артиллерии в отставке Джон Лоуренс прибыл в Россию под прикрытием коммерческой деятельности. Факт вербовки Лоуренсом князя Разумовского точно не установлен, но весьма вероятен. В 10 часу 3 агентов предприняли задержание полковника Лоуренса в Затонске. Лоуренс оказал сопротивление и был убит. В доме также находилась дочь Лоуренса, 9 лет, и ее гувернантка Курочкина из местных. Они не пострадали, но девочка от испуга убежала из дома. Гувернантка Курочкина показала, что Лоуренс имел значительные средства. По ее мнению, в доме где-то спрятан клад ювелирных украшений и золотых монет. Яков Платоныч. Ответ из университета. Я так и думал. Войдите. Яков Платонович, объект скрылся в доме Курочкиной. Напарник ведет наблюдение. Поехали, Антон Андреевич. Свет зажигать не будем. Ну, разумеется. Туда, в гостиную.
Здесь она лежала. Вы смелые. Я не знаю, смог бы я сюда вернуться, если бы пережил такое. Да, ну что вы, я трусиха, я поэтому вас с собой позвала. Я просто очень хочу ей помочь. Девочке Элис. Я чувствую, что она жива и томится где-то. Как же ей можно помочь? Ее тайна в этом доме. И она сама должна появиться. Нужно просто дождаться. Давайте сядем и подождем. Да, конечно. Мне кажется, я слышу, как бьются оба сердца. Ваше и мое. Ты что, с ума что ли сошли? Анна, простите, я действительно с ума сошел. Просто я никогда не встречал такую. Если вы сейчас ко мне подойдете, я как закричу. Простите, просто эта ночь, этот дом. Я скорее умру, чем вас Не обижу. приближайтесь. Если вы мне обещаете, что этой глупости больше не повторится, Клянусь. тогда я вам позволю меня до дома проводить. Все. Все, больше никаких глупостей. Идемте. Что случилось? Она там. Я никого не вижу. Они в подвал идут. Здесь где-то лампа должна быть. Где-то там. Где же она? Ну, она же должна быть здесь, я же чувствую. Но здесь никого нет. В прошлый раз она плакала там, за шкафом. Это надо отодвинуть. Подождите, подождите! Держите. Господи. Что это? Где же Элис? Павел! Павел, что с вами? Ты жива ли, братец? Живой. Анна Викторовна, не переживайте, его отвезут в больницу. Вы видели нападавшего? Убег, ваше высокоблагородие. В годах уже, но прыткий. Лица не разглядел. Где тетрадь? Она упала. У него нет тетради. Ротозея упустили. У него ножевое ранение. Я думаю, это наш знакомый месье Жан. Где же Элис? Анна Викторовна! Анна Викторовна! Что с вами? Я за доктором. Состояние крайне тяжелое. Он пришел в сознание, но это ненадолго, я полагаю. Вы можете войти, у вас минут 5, не больше.
Зачем вы приходили к князю Разумовскому вчера вечером? Я не приходил. Я видел вас собственными глазами. Вы следили за мной. Это честное дело. Где тетрадь? Он забрал ее. Кто? Тот, кто вас ранил? Да. Что вы прочли о князе в той тетради? Ничего. Я не смог расшифровать. Скажите правду, вы ведь все расшифровали. Яков Платоныч, позвольте мне поговорить с ним. Антон Андреевич, внизу подождите. Он расшифровал содержание тетради, и оно не в пользу князя Разумовского, мягко говоря. Однако они сработали быстро. Тетрадь у них, единственный свидетель не жилец, о содержимом знаю только я, да и то неофициально. Могу я спросить, князь шпион? Допросить его можно? Вряд ли это что-либо даст, но попытайтесь. И поторопитесь, дело у вас скоро заберут. Я возвращаюсь в Петербург. Благодарю вас, Яков Платоныч. Вы сделали все, что могли. К ней еще нельзя. В особенности вам, Яков Платоныч. Я сожалею о случившемся и приношу вам свои извинения. Вы всегда сожалеете и всегда втягиваете ее в свои сомнительные авантюры. Позвольте заметить, я не занимаюсь авантюрами. Я занимаюсь официальным расследованием преступлений. Мне самому жаль, что ваша дочь нездорова, но она оказалась в этой непростой ситуации по собственной инициативе. Все могло бы окончиться гораздо хуже, если бы не я. Мам, ну пропустите уже Якова Платоныча. Прошу вас, Яков Платоныч. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Простите, я опять вас подвела. Да. Вообще-то я не такая трусиха. В этом мерзком подвале силы меня покинули. Я понимаю. Присаживайтесь. Я сам чуть в обморок не упал при виде этой кельи. Какая страшная судьба. А как вы узнали, что я там? Несложно было догадаться. Я распорядился проследить за Павлом, и когда он отправился в дом, я… А кто же напал на нас в этом подвале? Странная история. Может быть, пройдемся? У меня забрали дело. Князь, не прикасай. Что же теперь будет? Вас не сошлют на Камчатку? Не думаю, хотя готов ко всему. А как Павел? Павел умер. Не принято так говорить о покойниках, но он был нечист на руку. Он расшифровал текст в тот же вечер. Как?
действительно гений. Но вот то, что он узнал в тетради, подтолкнуло его на шантаж. Он начал шантажировать князя и заломил астрономическую сумму. Господи, что же там? Что ж там было в этой тетради? Не знаю. После смерти Лоренса Курочкина спрятала эту тетрадь. Я видел протокол допросов Курочкиной, где она твердит, что Джон Лоренс был чрезвычайно богат и где-то спрятал свои деньги. То есть она хранила эту тетрадь, потому что ей казалось, что там зашифровано место клада? Видимо, так. А Элис, все эти годы она держала ее взаперти, надеясь, что та расшифрует для нее эти тексты и найдет место клада. Господи, как это все? Ужасно. Поняв, что от Элис ничего не добиться, Курочкина связалась с князем и предложила ему купить эту тетрадь. Тот приехал в Затонск, но Элис освободилась от оков и убила Курочкину. А князь? Почему он так неприкасаем? А потому что это только мои логические догадки. Павел мертв, а тетради нет. Доказать ничего невозможно. А вы так уж уверены насчет князя? Он выглядит таким порядочным. Вы что, мне не верите? Но вы же сами говорите, что против него нет никаких доказательств. Хорошо, оставим это. А Элис? Она являлась мне, потому что разум ее спит. Как нужно ее найти? Я уже навел справки. В городской приют для умалишенных недавно поступила похожая по описанию девушка. Мы должны немедленно ехать туда. Яков Платонович. Привезли ее нам 3 дня назад. Имени она своего не знает, ничего не понимает, ничего не говорит. Так как же я мог понять, что вы ищете? В 3-й палате на процедуру. Прошу, прошу. Вот здесь. Вы не бойтесь, она тихая. White flesh rose in the garden. Raven puppy in the night. Stars reflecting all the heaven. Looking forward, no fight. One time lost, will never do. Change it,